Друзья, приветствую вас на канале Yacht Life. С вами яхтенный капитан Валерий Кидалов. И сегодня хотел бы вам рассказать немножко об ответственности капитана. Есть нюансы в этом всем деле. Давайте попытаюсь, пока еду тут красивыми американскими дорогами, попытаюсь немножко рассказать мое видение. Может, кто-то что-то добавит или поправит меня. Кто такой капитан? Капитан — это ответственное лицо, да. И какую же ответственность он несет, перед кем и в каких случаях. Так вот, капитан — это человек, который подряжается, нанимается на определенное выполнение определенных задач. Документально это должно быть подтверждено его лицензией, то, что он действительно капитан. Лицензия должна давать право на работу, не просто шкипер, который там может кататься сам и может нелегально катать других. Вот, это другая немножко тема. Я говорю сейчас о людях, которые имеют сертификат мастера, капитана, вот, который имеет право работы по найму. Вот, только в таком случае вы можете нанять капитана официально через контракт. Контракт с яхтовладельцем или с компанией, которая предоставляет услуги посредничества. Это крюинговые компании. То есть обязательно у вас есть контракт, в котором прописаны, собственно говоря, все условия, что должен выполнить капитан, все условия, что должен выполнить наниматель, то есть компания или яхтовладелец. Вот. И также ответственность. Ответственность капитан. Какую же ответственность несет он и перед кем? Вот. Капитан ответственен юридически за причинение вреда здоровью, либо за смерть тех персон, членов экипажа или гостей, которые находятся на борту его яхты, его судна. Он несет юридическую криминальную ответственность, административную криминальную ответственность, если у него есть лицензия на право работы, и если он нанят действительно по контракту, либо по какому-то либо документу, а не просто по Вася, перегони мне лодку. Легко, и все. Вася, ты за все отвечаешь. У меня был такой интересный работодатель, который мне постоянно об этом твердил, что якобы я за все отвечаю. Это такое. Это была его иллюзия. Вот. Не столь важно, но в какой-то момент действительно я думал, что я за все отвечаю. И меня это очень сильно тяготило. Вот, потому как размер моей заработной платы никак не соответствовал с тем, за что я отвечаю. Ну да ладно, то такой момент. Вот, мы сейчас возвращаемся к тому, про материальную ответственность. Материальная ответственность капитана, а ее нет. Вот как бы вы не удивлялись, как я пытаюсь объяснить людям, которые мне там пишут, звонят, вот типа какие-то задачи ставят, вот я им объясняю, то есть что входит в мои обязанности. В мои обязанности входит это безопасная навигация, в первую очередь безопасность судна, в первую очередь безопасность людей, да, во вторую очередь безопасность судна. Вот, всеми своими знаниями, умениями я это обеспечиваю. Но море есть море, может случиться что угодно. Отказала электроника, пожар, это все очень просто и легко. В таком случае, кто ответственный, ребят? В таком случае ответственна страховая компания. Материально ответственна. То есть чувак, яхтовладелец, либо
компания-владелец, ну что одно и то же, собственно говоря, должны, обязаны иметь страховой документ, страховку, грубо говоря, на свое судно, в том числе на экипаж в случае там смерти или причинения ущерба. То есть это обязанность яхтовладельца, судновладельца иметь такую страховку. Это не обязанности капитана. Капитан может способствовать, допустим, выбору страховой компании по опыту или еще что-нибудь. Ну, каким-то образом участвовать в получении страховой страховки, страхового полиса. Вот. Но материальную ответственность — это уже проблемы юристов и проблемы страховых компаний, в случае чего, ну, никак не проблемы капитана. Капитан, его обязанность минимизировать, именно минимизировать вероятность обращения судовладельца за страховым вознаграждением. Ну, то есть, в случае, если что-то случится, то тут уже юристы или яхтовладелец сам, если он умный, обращается непосредственно в страховую и говорит: вот наша яхта утонула. И тогда страховая уже разбирается, по какой причине ваша яхта утонула. Если там был пьяный капитан и он въехал в камни, допустим, и утопил это, то страховая скажет: ребята, до свидания. Вот. Ну, капитан в этом случае, ну, с него можно взять анализы или почку ему вырезать. Ну, как бы и все. Потому что, как правило, ну, яхты дорогая штука, вот, а капитаны бедные. Относительно. Поэтому требовать с капитана компенсации, допустим, ну, это не получится. Вот такой интересный момент. Что бы еще хотелось добавить? Выбирайте правильных капитанов, которые имеют все сертификаты, документы, имеют хороший опыт, ну, как я, собственно говоря, на всякие работы. Все остальное — это просто треп. Кто там зуб даю, все будет хорошо. Не будет хорошо. В море случается очень много всяких траблов, которые, ну, не может человек предусмотреть. Даже самый опытный капитан не может предусмотреть пожар у себя на борту, несмотря на то, что он все проверил, всю электрику, все возможные варианты там развития событий. Но это уже он тем, что он проверил, там, опять же, он проверил все пожарное оборудование, оно исправно, оно в надежности, оно присутствует. Спас оборудование, этим самым он уже минимизирует риски яхтовладельца быть умершим, либо быть поврежденным, либо быть еще каким-то таким пострадавшим. Вот. Но всякое бывает, поэтому у меня были случаи разные тоже, слава богу, без каких-то трагических происшествий, ну, маленькие аварии, что-то еще. То есть я испытывал, ну, последний мой контракт, вот я уже в течение года, то есть настраиваю, испытываю новую экспедиционную яхту, которая была построена как бы турками, соответственно, там куча косяков у нас и было близко к пожару. Вот, мы постоянно проводим учения, что мы будем делать в той или иной ситуации, потому что всякое бывало, были отказы двигателей, управления, то есть мы врезались в причал там или в соседнюю яхту. На все эти случаи, вот, я сразу предупредил, я проверил владельца, проверил страховку, я говорю: яхта ненадежная, ну, как бы даже надежная яхта. Но так как люди это американцы, то есть у них без страховой ничего не проходит, в отличие от наших ребят, которые пытаются там где-то еврейски сэкономить и потом получают кучу геморроя и ищут крайних, естественно. Вот, а крайний кто? Валера, капитан? Нет, извините. Крайний ты, потому что ты либо не застраховал, либо застраховал это все в левой компании, которая никогда никому ничего не выплачивает, потому что там дешево. Вот.
И все, как бы, человек все теряет. Ну, соответственно, озлобляется на того, кто якобы пообещал, что все будет хорошо. Ну, собственно говоря, вот, с юридической точки зрения капитан ответственен только перед гибелью, либо там пострадавшими, то есть причинением вреда людям. Все остальное это материальные дела, они уже там со страховыми компаниями, до свидания. То есть капитан сводит к минимуму эти страховые риски и, собственно говоря, все. И несет криминальную ответственность. Опять же, напоминаю, он должен быть, соответствовать нанятым условиям, соответствовать маршруту. То есть, если это офшор, если это пересечение Кросс-Атлантик, то у него должна быть соответствующая лицензия, чтобы Master Unlimited, как у меня. Вот, то есть, и потому что страховая ищет, и у нее задача очень простая: не выплатить, в случае чего, не выплатить компенсацию. У яхтовладельца противоположная задача — получить компенсацию. Страховая будет дочитываться до каждой буквы, то, что прописано в договоре. Это надо понимать, это надо знать. И капитан, в принципе, должен это прочитать тоже, ну, условия страховой. Вот, он должен быть в курсе, что как бы и предупредить владельца о том, что, допустим, Вася, вот мы идем Кросс-Атлантика, страховка у тебя покрывает только прибрежное плавание, или там удаленность от берега до 20 миль. Ну, это разные условия есть, разные страховые и тому подобное. Поэтому будьте внимательны. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал. Там более актуальная информация у меня проходит по тому, где что происходит. Много фотографий всякой. Может быть, кому-то ерунды, не совсем яхтенная. Ну, я стараюсь совмещать яхтенное с красивыми местами, в которых я нахожусь. Иначе зачем этот яхтинг? Вот. Всем привет!